Ну что ж, сегодня я расскажу про мое небольшое приключение и как я снимал видео про путешествие в космос. Покажу, как это было и какие приемы мы использовали. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Это началось в одну из теплых июньских ночей. Я встал рано утром, чтобы в предрассветных сумерках доехать до места съемок, а на рассвете, когда солнце только поднимается над горизонтом, начать снимать. Да, исходно у меня был именно такой план, потому что если поехать туда рано утром, то там 100% никого бы не было и никто бы не мешал снимать. Но я ехал не один, а с друзьями, и мы уже не первый раз переносили эту поездку, потому что никак не могли найти время, когда каждый из нас был бы свободен и мог бы поехать. По итогу у нас так и не получилось полностью организоваться, и все было так. Вечером после работы, постояв в городских пробках в свете уже оранжевых лучей солнца, мы наконец-таки выехали. Ехали, конечно, не очень большой, но зато дружной компанией. Если взять во внимание то, что я обычно езжу куда-то один, то сейчас в моем распоряжении была целая съемочная группа. Солнце хоть и медленно, но верно уже стремилось к западу, а ехать было не так уж и близко. А успеть нужно не просто до заката, а заранее, чтобы не упустить время и снять все, пока закатные лучи нежно обволакивают землю. И вот уже совсем вечером мы приехали в нужное место. Теперь еще несколько сот метров нужно было пройти пешком, неся на себе все оборудование, реквизит и много чего еще, что пригодилось бы нам для съемки видео. Среди деревьев уже были сумерки и куча комаров. Пройдя еще немного вперед, мы встретили последнее препятствие, которое отделяло нас от цели. Это был отвесный подъем наверх. И вот, преодолев последний подъем, мы оказались на вершине Борницкого карьера. Это место уникально тем, что здесь много-много небольших холмиков, и благодаря этому складывается впечатление, что это какое-то неземное место. И на мой взгляд, чтобы снимать видео про космос и другие планеты, лучше места не найти. Вот тут начинается все самое интересное. Выбрав место, чтобы разместить весь наш скарб и распаковав все пакеты, я начал одевать костюм. Но так как это всего лишь костюм, а не настоящий скафандр космонавта, то смотрелся бы он на мне как обычная одежда. Где-то был мешковатый, где-то бы висел, в общем, впечатление было бы совсем не то. Чтобы максимально добиться нужного эффекта, пришлось взять с собой зимнюю одежду. На летние штаны я одел еще одни, на футболку зимний пуховик, на ноги теплую зимнюю обувь, в которой ездил на север, в Мурманск и на Северный Ледовитый океан. Кстати, можете тоже посмотреть видео из той поездки. Ну а на руки теплые зимние перчатки. Примерно так я и проведу этот летний вечер. После того, как я хорошенечко утеплился и надел на себя все необходимые элементы костюма, можно было приступать к съемке. Солнце к этому моменту уже практически село и нужно было поспешить. Поэтому в первую очередь мы снимали сцены, где 100% нужны были тени или блики солнца. У меня проблема, у меня внутри комар летает. Еще раз? Чего-то сверхгениального на этом этапе не было. Я просто ходил по холмикам, поднимался и спускался вниз, а две мои помощницы подсказывали, как лучше встать или как лучше повернуться. В один момент гуляющая парочка, которая забрела сюда в этот вечер, попросила сфотографироваться со мной, так как им понравился костюм и наша идея. В общем, так примерно проходила наша съемка.
Ну, это ты говоришь. Но давайте я вам лучше расскажу, какие спецэффекты мы планировали применить и как к ним готовились. Исходно у меня была идея сделать видео на Луне, и для этого я бы в процессе обработки видео убрал бы цвет у Земли, а небо бы заменил на темный космос, примерно так же, как я делал в своем косплее на Хоббита Бильбо Бэггинса. Но в процессе съемки, уже видя примерный результат, я понял, что лучше смесить все в красно-рыжие тона и сделать не Луну, а какую-то неизвестную планету а-ля Марс. Но исходно это была Луна, а во всех фильмах про Луну, когда космонавт выходит и наступает на лунную поверхность, из-под его ног поднимается лунная пыль. И мне очень хотелось повторить этот эффект. Я долго думал, что бы могло послужить лунной пылью. Даже отправился в строительный магазин, так как там всегда много всяких сыпучих смесей в большом количестве и зачастую не очень дорогих для таких-то объемов. На выбор было много всего. Всякие смеси, цемент, бетон и куча всего еще. Но походив среди стеллажей, мы поняли, что закупаться тут будет не экологично. И отказались от идеи шопиться тут. Ведь мы же не хотим забетонировать одну из кочек. Но идея все равно осталась. Собрав разные мнения по этому вопросу, я остановился на муке. Но не обычной, а на кукурузной, чтобы она меньше выделялась на желтоватых камешках. Благо, такая оказалась в магазине у дома. Что сказать, пятерочка выручает. Итак, мука куплена, осталось только рассыпать ее на одном из пригорков, а дальше ходить, топать и прыгать. Разлеталась она, конечно, не так, как я себе это представлял, возможно, немного отсырела, но свое дело все-таки сделала. Что еще интересного можно рассказать? Съемка как съемка, но если вам интересны такие сюжеты, то дайте знать в комментариях, буду делать больше таких бэкстейджей. Ой, да, кстати, забыл добавить, до поездки костюм надо было еще подготовить, отпарить, ну в общем, чтобы все было супер. Еще одним интересным моментом стала съемка вида от первого лица. Для начала я просто прикрепил камеру к кепке и прошелся по холмикам. Это видео послужило основой для вида как бы из шлема космонавта. Уже позже, когда я вернулся домой, на зеленом фоне мне оставалось бы только заснять вид из самого шлема. Я прикрепил ту же самую камеру к задней стенке шлема, но тут меня ждало разочарование. Вид изнутри был не то чтобы красивым. Оставлять так было нельзя. Поэтому я просто наложил черный слой и вырезал в нем овальное отверстие. Затем наложил эффект запотевшего стекла и, в принципе, на этом все. Кстати, песика, которого случайно взяли с собой в космос вместо обычной прогулки в парке, я тоже снимал на зеленом фоне. А для летающей миски сделал вот такую вот приспособу. Кстати, видео это мой реальный Telegram, просто немножечко измененный. Я решил не изобретать собственный дизайн мессенджера, а просто открыл свой Telegram в браузере и немножечко переписал код страницы, чтобы имена, сообщения и фотографии были другими. Затем сделал скриншоты и на этом все. Кстати, почитайте, что я там напридумывал. После всех съемок было самое трудное – снять костюм. Все, что нужно, было уже отснято, оставалось только собрать вещи и отправиться обратно к машине, чтобы согреться, а кому-то и охладиться, отдохнуть, набраться сил и дождаться, когда стемнеет. Уже по сумеркам мы спускались обратно с горы, а спустившись, отъехали немного назад. Тут, среди полей, у нас был небольшой пикник с теплым ароматным чаем и бутербродами. Через некоторое время, когда сумерки еще немного сгустились, над лесом начала подниматься большая луна. Чисто случайно наша поездка выпала ровно на день летнего солнцестояния, то есть этот день был самым длинным в году, ну а на ночное время оставалось совсем немного времени.
Мы вернулись обратно к карьеру, чтобы сделать ночные кадры. Для видео все, что нужно было тут отснять, мы уже отсняли. Теперь было время просто, чтобы посмотреть на небо, луну и сделать ночные фотографии. И вот опять мы спускаемся с горы, но теперь вокруг нас сплошная темнота. А с учетом того, что в руках у нас была куча всяких вещей, то я и представить себе не могу, как нам удалось достаточно быстро и без происшествий спуститься. Хорошо, что с собой у нас были фонарики и лампы. И вот дорога обратно. Одновременно прохладная и в то же самое время теплая летняя ночь, свет фар и пустая дорога. Вот примерно так прошла самая короткая, но в то же время очень интересная и запоминающаяся ночь.